Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Каждый год мы, огородники, в том числе и мы с Александром Федоровичем, после сложного периода посева семян рассады, затем выращивания рассады помидоров, высаживаем наконец-то рассаду и думаем, что все самое сложное позади. Мы проходили это и всегда надеялись, что летом только будем собирать плоды и там иногда защиту ставить от болезней. Ну и после высадки рассады, что мы делаем для удобрения? Собираем в бочку зеленые травы, добавляем туда фитоспорин или Байкал-М, мы вот так делали. И допускали ошибку, слушали какие-то странные советы, еще к этому добавляли древесную золу, убивая вот эти прекрасные живые помощники Байкала и фитоспорина. Ну вот готовилось все равно, там бухтело, добавляли кто что гораст. И вот все это стояло 2 недели, и затем мы поливали этим удобрением, ну и ждали урожая. И вот наступает момент установления летней жары, так всегда было. И у нас резко начиналась одна и та же проблема. Практически это или заболевание фитофторой, или кладоспориозом было, ну, возможно, и другие заболевания. Ну вот помидоры заболевали, и потом еще вредители атаковали растения, плоды. Ну и мы начинали спасать, используя разные советы и разные препараты. Так было много лет назад и у нас. Но надоела такая практика, и вот мы решили экспериментировать, изучать технологию выращивания томатов, чтобы собирать урожай помидоров до холодов на здоровых растениях. И чтобы этот урожай был сладкий, вкусный, ароматный. Кстати, на нашем канале есть плейлист «Томаты», в котором мы детально рассказываем о разных этапах выращивания томатов. Посмотрите, не пожалеете, очень много интересных опытов. И начиная где-то лет 4 года где-то назад мы начали вот эти все эксперименты и выставляли все наши наблюдения и опыт в видео. Ну а сегодняшнее видео посвящено очень актуальной теме. И его мы называем так: подкормки томатов для здоровья растений в период цветения, завязывания и созревания плодов. Раньше мудрые огородники для подкормок использовали проделку, как и мы, или зеленые удобрения. И чаще всего, кстати, ко всему этому еще использовали доступную нитроамофоску, причем в течение всего сезона. Но время меняется. Уже даже слепой человек ощущает, что все, что было когда-то, оно просто исчезает. Все в этом мире перестраивается. Особая перестройка требуется и в выращивании помидоров. Старые подкормки, которые мы знаем много лет, не решают задачи получения заложенного в программе сорта или гибрида томатов. Программа урожая, она не очень-то простая, и нужно об этом знать. Никто об этом раньше и не задумывался, возможно. Тем более, что эта проблема возникает очень серьезно после того, когда десятилетия земля истощалась, воды отравлялись, потому что, да, колхозы хорошо, но столько было использовано гербицидов, ядов в неблагоприятное время. И куда все это делось? Естественно, все ушло в воду. И вот она сейчас ядовитая. Земля, плодородие ее, конечно же, там, где кто заботится о земле, они имеют хороший результат, но очень мало на это обращают внимание. Сейчас я хочу поделиться своим опытом выращивания томатов, тем более, что многие наши подписчики в последнюю неделю просили об этом. Ну и напомню весь цикл, буквально кратко. Все начинается с момента уборки урожая
и самих растений. Убираем сами растения в теплице и сразу же занимаемся восстановлением плодородия почвы. Закапываем в землю зеленую массу, то, что у нас остается в огороде в это время. Это может быть и бамбук, который специально выращивался для этих целей, а также остатки тыкв, ну, все, что, да, и кукуруза сахарная, собирается урожай, измельчается, и вот все это закапывается в почву. Потом солома озимой пшеницы или ржи, то, что мы выращиваем иногда. Для ускорения процесса переработки органики используем деструктор целлюлозы. Или же вот сейчас есть трихофит, триходермин, что позволяет и ускорять процесс разложения органики, а также оздоровлять почву от спор грибковых заболеваний. Этого уж везде и всюду хватает. Затем обязательно сеем сидират и до зимних морозов заделываем этот сидират, то есть его зеленую массу, в почву. С почвой, то есть с фундаментом для будущего урожая, все понятно. Мы, кстати, об этом тоже рассказываем. На нашем канале есть отдельные плейлисты. Смотрите, очень много интересного материала. Далее, при посадке рассады в почву снова же добавляем удобрения. Но это и удобрения очень интересные, они из ветеринарной аптеки или из магазинов для животных. Здесь у нас мясокостная мука, рыбная, кормовые дрожжи, а также готовые удобрения курник из куриного помета и трифосфат кальций. Для старта и роста растений помидоров отличное начало. И если бы это было низкорослые такие томаты, где несколько гроздей завязывается, это было бы очень хорошо. Больше, может быть, и не надо было бы, кроме некоторых подкормок. Но в процессе роста томатов корни растений, вот получается, что в этот период получают нужные элементы питания, но этих элементов питания все-таки уже через месяц недостаточно. И это связано с тем, что мы выращиваем высокоурожайные индетерминатные томаты. Ну вот очень нравится нам Белфорд и Фенда, Мэйшуай. Ну и восстановили, нашли 5 семечек, купили Малинка Стар. Вот то, что нам очень нравится. Ну, некоторые другие иногда испытываем еще гибриды или сорта. Кроме этого, вот на рост, развитие, плодоношение томатов влияют нынешние климатические изменения. Кто-то из агрономов говорит, что это все чепуха, но резкие перепады температур ставят в ступор даже специальные сорта гибриды томатов, которые создаются для выращивания в теплицах, где вот резкие такие перепады бывают. Несколько лет назад мы стали замечать такую особенность. В июне начинается резко жара. В течение недели, вот после этой жары, томаты словно замирают, останавливаются в росте. Но списывали это все на жару. Но самое главное, вот этот период, плоды не растут, новые цветочки многие просто опадают. Любая подача питательных веществ из разных удобрений не меняет ситуацию, чего только не предлагается различными специалистами. Кстати, в июне наибольшее количество сообщений именно приходило к нам в наши социальные сети и в комментариях именно об этом состоянии томатов. И всегда был вопрос один и тот же. Что дать помидорам, чтобы они стали завязывать плоды, чтобы цветы не осыпались? Чем подкормить? И мы нашли ответ на эти вопросы. И сейчас поделимся результатами своих экспериментов и наблюдений. Мы используем с 2014 года жидкие органические удобрения фирмы Microminerales Украина. Здесь есть комплексные удобрения для овощных и садовых растений. Очень удобно. На первом этапе развития растений очень хорошо эти удобрения помогают рассадным растениям, которые мы только высадили. Но при переходе из прохладного в жаркий период и в период, когда очень высокие температуры,
Растению нужны, очень нужны отдельные элементы питания. И я сейчас вам их назову. Вот они. Кальций, бор, калий, ну а затем и магний. Давайте рассмотрим каждый этот элемент в отдельности. Кальций. Казалось бы, зачем вы нам это называете? Мы насыпали нитромофоски, все хорошо и должно расти. Какой еще нужен кальций? Да, об этом элементе питания очень мало кто знает, и только профессионалы, специалисты, которые занимаются производством томатов на профессиональной основе, они знают, что кальций очень важный элемент. И именно этот элемент питания нельзя ничем заменить растению для его правильного роста и для развития листьев, для развития побегов и плодов. С помощью кальция происходит обмен белков и углеводов в каждой клеточке. Кальций входит также в состав оболочки клетки и скрепляет все клеточки между собой. И клетки держатся вот цельным монолитом. Кальций необходим томатам в процессе всего периода вегетации, особенно высокоурожайные, индетерминантные, которые постоянно растут, постоянно наращивают и побеги, и листья, и плоды. Но главное требование для помидорных растений – наличие кальция в самом начале роста. Ну вот этот элемент питания способствует правильному построению и дальнейшему развитию самого растения. Мы частично на начальном этапе даем кальций. Мы при посадке добавляем в каждую лунку по 3 столовые ложки трикальция фосфата из ветеринарной аптеки. А также этот есть элемент питания в магазинах для животных. При этом периоде, когда вот мы высадили рассаду и имеется вот этот элемент питания, корни могут питаться, потому что в это время комфортные для томатов температуры. Где-то от плюс 18, плюс 20 до 30 градусов. Это у нас в теплице. На улице, конечно же, эти условия трудно соблюсти, чтобы были нормальные температурные вот эти показатели. И вот в мае, благодаря всем удобрениям, и трикальция фосфата хорошо, мощно развивается такая мощная снова же корневая система. Кальций позволяет растению усваивать необходимые элементы питания. То есть, если нет кальция, нет мощной корневой системы, и, естественно, нет той части, это корни, которые могут усваивать вот это питание. Это сколько не лей туда чего угодно, если нет корней, то как можно есть? Кальций накапливается в старых частях и листьях томатов, и там уже остается на постоянной основе. Не перемещается из одной части в другую, с нижних листьев в верхние. Побеги у помидоров активно растут. Для листьев и для новых цветков, для новых плодов нужен снова же кальций. А вот он уже израсходован вот на первом этапе. И тогда мы наблюдаем вот такую картину. Стебли становятся слабыми и полыми. Они легко ломаются в это время. Сначала происходит увядание листьев. Их рост замедляется. На них появляются пятна. Листья начинают желтеть, закручиваться вниз, приобретая уродливую форму. И в это время начинают гнить корни. Мы, естественно, этого не видим в это время. А когда начинают гнить корни, они болеют, и тут же находятся споры почвенных различных грибковых заболеваний. Корневые гнили одолевают растения. И вот такая ситуация с растением. И вот именно в этот момент и начинается заболевание вершинной гнили. Красивые плоды заболевают этим заболеванием. И все из-за того, что есть недостаток кальция. Его нету просто в это время. У нас есть уникальная возможность использовать жидкое органическое удобрение кальций фирмы Microminerales Украина. Уникальная вот такая фирма и уникальное удобрение. В начале июня
приступаем к внекорневым подкормкам кальция. Да, это жидкое удобрение, органическое, и его нужно всего-навсего 15 мл на 10 литров воды. И опрыскиваем листья. Очень быстро усваивается этот микроэлемент питания. По всему растению опрыскиваем и восполняем вот этот недостаток кальция. Да, это жидкое удобрение, и оно состоит из наночастичек кальция. Маленькие-маленькие, самые маленькие наночастички. Это современные уже технологии. И легко усваиваться непосредственно уже новыми листиками, цветами, плодами. Так как лето в последние годы контрастное, с резкими температурными качелями, то такие опрыскивания по листьям томатов нужно проводить 2 раза в месяц и до конца лета. Кальций, он не накапливается в плодах и не вреден для здоровья, если его использовать по инструкции. Вот мы ставим 15 мл удобрения всего-навсего на 10 литров воды. Многие пишут возмутительные сообщения, что у нас негде купить такое удобрение. Ну что ж, есть замена этому удобрению, но будьте внимательны, снова же внимательно слушайте. Используется для этих целей кальциевая селитра. А она, кстати, везде есть. По крайней мере, сколько мне уже писали наши зрители с разных стран, кальциевая селитра есть. И можно ее тоже использовать. Но пропорция здесь такая: 10 граммов вот этого минерального удобрения растворяем его в 10 литрах воды. Такое опрыскивание растением кальциевой селитрой проводите раз в 3 недели. И не увеличивайте количество любого удобрения кальция. Кстати, есть и другие удобрения сейчас предлагаются в разных странах, называются просто кальций или еще каким-то образом, но в основе это кальций. Поэтому изучайте то, что есть, то, что доступно в ваших магазинах. Вот. И кальциевую селитру выдерживайте вот именно в этой пропорции: 10 граммов на 10 литров воды. Не увеличивайте. Если вы, есть многие, я сейчас увеличу и решу вопросы на все лето, вы еще хуже сделаете для растений. Если увеличите количество удобрения кальций, то кальций может заблокировать потребление клеточками растений очень нужных элементов питания, таких как железо, калий, марганец. И получится вот такой эффект. Затормаживается снова же рост томата, ослабляются листья растения. Поэтому будьте внимательны, все должно быть в меру. С кальцием мы разобрались. А теперь поговорим о следующем важном элементе питания, без которого никак не получишь добротный урожай. Особенно снова же при нынешних природных изменениях. Климатические качели очень сильно воздействуют на все растения. И этот второй элемент очень важный, называется бор. Именно от этого микроэлемента зависит количество и качество урожая томатов. Бор также нужен растениям помидоров на весь период вегетации. Совместно с кальцием бор принимают, вот они вдвоем, активное участие в образовании клеточных стенок. Клеточки стенок – очень важная составляющая самой клетки, чтобы она держалась и там проходили все нужные процессы. Поэтому бор нужен для нормального развития молодых частей томата и в том числе образования плодов. Чаще всего его используют как опрыскивают растения, как образователя плодов. Цветочки считают нужно опрыскивать, и при этом получается завязывание плодов. Но, видите, как видите, все не так. Вот какими процессами занимается бор внутри томатного растения. Давайте мы их назовем и разберем. Итак, бор ускоряет образование, передвижение и обмен углеводов из листьев в корни. Из листьев в корни, передвижение и обмен углеводов. Далее, второе. Улучшает фотосинтез и увеличивает содержание хлорофилла в листьях.
Третий момент. Бор положительно влияет на усвоение кальция. Бор положительно влияет на усвоение кальция. Без него кальций не усваивается. Вот как связаны эти два элемента. Четвертый важный момент. Процесс, которым занимается бор в растении. Бор способствует увеличению количества цветков, плодов. Почему? И получается, что завязываются плоды при использовании бора, потому что именно благодаря бору прорастает пыльца. Без бора не прорастает пыльца, нет завязываемости цветов. Следующий момент. Повышается устойчивость к грибковым и бактериальным заболеваниям. Вот такой он бор. И у нас многие были несколько лет назад, кто-то и сейчас еще говорит, просто против заболеваний обработайте борной кислотой и увеличивают дозу, и сжигают и цветочные кисти, и цветочки, и угнетают сами листья растений. Поэтому очень важно будет соблюдать меры. Шестой момент. Это шестой процесс, в котором занимается растение бор, улучшается рост листьев, корней и повышается усвоение полезных веществ. Кстати, недостаток бора проявляется почти так же, как и недостаток кальция. Сначала поражается и отмирает верхняя часть побега, точка роста. Листья растут мелкими, скручиваются, отпадают, искривляется стебель. Из-за роста боковых побегов растение становится похожим на куст, потому что верхняя точка роста не развивается, и вот как кусты превращаются в кусты наши помидоры. Цветы при этом опадают, соцветия могут не формироваться, плоды не завязываются, а те, что завязались, иногда имеют уродливую форму. И когда мы находим у себя такие странные формы плодов, помните, что это был недостаток бора, поэтому вот такие произошли изменения с этим плодом. Мы снова же используем в виде бора жидкое органическое удобрение микроминерализ бор. То же самое 15 мл растворяем в 10 литрах воды, причем вода должна быть всегда соответствовать температуре воздуха, и опрыскивает поздно вечером все растение сверху донизу. Но это должен быть туман, и быстро вот это не должна истекать вот эта вода, этот раствор. Когда с помощью кальция и бора в клетках идет нормально процесс фотосинтеза, увеличивается содержание хлорофилла, томаты растут и развиваются без проблем. Однако уже для получения вкусных, сладких, витаминных плодов нужны еще два важных элемента питания – калий и магний. И они будут нам нужны чуть-чуть позже, когда уже у нас будут формироваться, это открытый грунт, уже начнут формироваться и расти плоды. Кстати, у нас имеются все эти органические удобрения, и мы их используем по инструкции. Но у нас уже сейчас столько вот кистей формируется, растет томат, поэтому мы будем в ближайшие дни также подкормку делать уже калием и магнием. Он нужен будет именно для тех плодов, которые уже сформированы. Знаем, что наши зрители и подписчики будут отправлять снова же возмутительные сообщения, что ничего не собираются менять в подкормках, которые проводили и раньше. Все это не так, как им нравится, и это от заботы. А еще хуже, что делают некоторые, уже есть примеры такие за последние годы, просто берут, смешивают все названные элементы питания, причем некоторые удобрения имеют очень интересную формулу, и вот это создается новая формула, и ничего хорошего от этого опрыскивания, от этой подкормки не получают, наоборот, даже хуже делают. Вот решают таким образом, чтобы долго и много не ходить с распылителем, опрыскивателем, просто-напросто вот так смешали и полили, обработали листья или же полили под корень. Поэтому я сегодня так долго вам все объясняю
И хочу, чтобы вы внимательно послушали даже несколько раз это видео, чтобы вы поняли, почему я составила вот такую схему подкормок с заменой, кстати, моих даже удобрений. И сейчас мы рассмотрим с вами вот эту схему, моя схема, то есть то, чем мы пользуемся, и то, что можно заменить, и на что нужно обратить особое внимание. Итак, я вот назвала подкормки томатов, и это имеется в виду как раз вот этот период, уже июнь, июль и август месяц. Вот с левой стороны, смотрите, я написала те удобрения, которые мы используем, то есть элементы питания. Вот у меня элемент питания на первом плане. Что мы делаем? Вот сегодня первый день. Если мы начинаем, допустим, с сегодняшнего дня. Первый день мы сегодня обработаем все растения, опрыскиваем поздно вечером кальцием. У нас есть такой микроминералис кальций. Если у вас нету, то используйте кальциевую селитру. Кальциевая селитра, еще раз напоминаю, есть практически везде и всюду. Ее можно купить почти в любой стране. Пока не было проблем. Так вот, берете 10 граммов кальциевой селитры и разводите в 10 литрах воды температуры воздуха поздно вечером. И опрыскиваете все свои томаты. У вас есть заменитель, у меня есть кальций, у вас есть кальциевая селитра. И опрыскивайте. Далее, на второй вечер берете, я беру бор, тоже беру 15 мл, развожу в 10 литрах воды и опрыскиваю растения. Что можете сделать вы? У вас есть у всех почти что борная кислота. Но мы раньше использовали кофейную ложечку, разводили в горячей воде и затем уже добавляли в воду температуру воздуха и опрыскивали растения. Поэтому я хочу вам сразу же такую вещь важную сказать. Да, борная кислота, можете ее использовать, но не берите всю кофейную ложечку. То есть объем нужно взять половину кофейной ложечки, развести в горячей водичке полстакана или баночки, в чашке развели и добавили в 10 литров воды, размешали хорошенько и опрыскиваете свои растения. Не бойтесь, что мало. Этого как раз достаточно для того, чтобы запустить вот эти все процессы. Итак, есть кальциевая селитра у вас, борная кислота. Это то, что есть у всех. Теперь, когда уже плоды будут созревать, у вас прекрасно развивается растение, вы дали нужные 2 элемента питания, пора работать с плодами, чтобы они были сладкими, вкусными. Вот здесь нужен калий и магний. Но я их объединяю, их вместе использую по 15 мл в одном ведре 10-литровом, развожу по 15 мл жидкого вот этого удобрения калий микроминералис и микроминералис магний. Вы мне снова скажете, а где нам взять и что смешать? Смешивать ни в коем случае не делайте. Если я вот с левой стороны, то, что я делаю, пишу под цифрой 3 калий, магний, то у вас, смотрите, цифра 3 и 4. Почему? Да потому что вы навряд ли найдете чистое органическое калийное удобрение. Есть разные фирмы, и снова же ищите калий, но там еще какие-то составляющие могут быть. Мы просто в течение своего опыта, многих лет работы с удобрениями, мы уже сталкивались с тем, что калийные удобрения бывают разные, и разные формулы, там соединения различные делаются. Поэтому смотрите, калийные удобрения ни с чем не соединяйте. Просто вот это удобрение, которое у вас есть, по инструкции развели в 10 литрах, провели обработку. Это будет 3-й день, допустим. И 4-й день берете магниевое удобрение. Смотрите, магний, ну, есть там еще, снова же, есть разные, сейчас очень много удобрений, разные формулы, разные в основе растворители вот этих удобрений, то есть металлов, поэтому вы внимательно изучайте. Ну вот в основе еще 4-й вот день магниевое удобрение. Я вот занимаюсь сейчас вот таким, у меня получается 3 дня на обработку вот этих
подкормочные обработки томатов. У вас получится 4. 4 и все раздельно. Я не обрабатываю, не соединяю кальций и бор, хотя это можно делать, проводила эксперименты, нормально все. Но я сейчас просто времени достаточно, мы делаем заранее это все, профилактически все это делаем. Вот мы уже дошли до момента, когда уже кальций, позавчера, вчера был бор, сегодня у нас будет калий и магний для того, чтобы уже нижняя кисть начинала, она уже созревает, уже появляются розовые томаты, но мы хотим, чтобы эти томаты были сладкие и вкусные, а им нужен калий и магний. Для вас, те, кто еще имеет только завязываются плоды, вы можете сейчас сделать 2 опрыскивания в один день кальциевой селитрой, в другой борной кислотой. Снова же, не вместе. Вы создадите такую формулу, что она может не воздействовать положительно, а наоборот даст отрицательный результат. Поэтому 2 дня, 2 вечера посвятите тому, что вы обработаете свои томаты вот этими 2 элементами питания. Ну а затем, как только появятся уже плоды в виде яблочка, пожалуйста, калийное удобрение 1 день, 1 вечер и магниевое удобрение в следующий день. Все удобрения раздельно. Это очень важно запомнить, записать. У вас есть вот такая возможность, чтобы вы себе такую схему сделали и по этой схеме работали. Вот эта схема очень важна. Кто-то возмутится, что часто вечера нужно будет посвящать опрыскиванием, ну, или называют еще это подкормка, можно по листьям или под корень, но все нужно отдельно делать. А сколько раз в день вы питаетесь? А может, пару раз в неделю едите, сегодня в понедельник едите булочку с чаем, в среду борщик поели, а в субботу уже в конце недели вечернюю кашу или запеканку. Ведь вы едите каждый день трижды, а то и больше раз. Особенно если на даче, то вы питаетесь еще и овощи, и фрукты. Ведь питание – это основа жизни и человека, и растения, и животного, всего. Просто у каждого свое питание и свое меню. Если мы хотим получить урожай вкусных, витаминных плодов и ягод, тогда дадим растениям все то, что им нужно. Вот помидорам вместо утреннего кофе дадим в 1 день кальций вечером. Вместо обеда дадим бор на 2 сутки. Ну а на ужин, то есть 3-й день, дадим калий и магний. А у вас получится полдник и еще и ужин, потому что нужно разделить на 2 дня удобрения. Сначала калийные, а затем магниевые. Вот такая сегодня у нас очень важная тема. Я так досконально все разложила, рассказала, показала, для того, чтобы вы усвоили вот эту важную вещь, что нельзя, во-первых, все смешивать. Нельзя решить одним удобрением, одним поливом все проблемы и все питание наших растений. Это процесс связан с живыми растениями. У них каждого есть своя душа и есть свое тело. Тело – это само растение. И они настроены, у них есть такая программа для того, чтобы создать плоды и потом попасть на наш стол для питания. Ну а если мы не будем за ними ухаживать, не будем их питать, живые души, не будем им давать возможность получать воду в нужном количестве, в нужное время, нужные элементы питания, а также профилактическую защиту от болезней и вредителей, что получим в конечном итоге? Ну, вы знаете, что получите расстроенное чувство, потому что растения погибают и не дают нужный урожай. Или же получаем урожай с гулькин нос, пару помидоров и то с неприятным вкусом. И все потому что, да, кстати, если сильно увлекаться зелеными удобрениями, будут
очень жировать томат, будет много листьев, целое дерево вырастет и несколько кислых помидорок. У нас такой опыт тоже есть. У нас была корова, и мы тоже увлекались, испытывали вот такие, проходили интересные испытания жизненные и экзамены. Где-то сдавали, где-то не сдавали, снова повторяли, изучали, экспериментировали. И вот мы пришли к таким выводам. Вот так вот, тема важная. Я ответила на ваши вопросы по подкормкам томатов. Будьте внимательны, это очень важно. Начинайте с кальция, затем бор, ну а потом уже калий. И не увлекайтесь теми различными предложениями, что взяли и засыпали, допустим, только гумат калия, развели, полили, и никаких проблем, тоннами собираете урожай. Это неправда. Мы это уже точно знаем. Мы это уже проходили. Что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик поделились своим опытом подкормок томатов, которые у нас растут до морозов в теплице, буквально до того момента, когда они еще в октябре у нас еще плодоносят. И все потому, что мы стараемся постоянно поддерживать их в тонусе, давать им то, что им нужно, на постоянной основе вот эти элементы питания, 4 элемента питания, которые позволяют растениям нормально развиваться, жить и формировать плоды, вкусные, сладкие, ароматные, витаминные плоды томата. Нам остается только сказать вам до новых встреч на нашем канале. Всем здоровья и здоровья вашим растениям. Пока-пока!